Здравствуйте. Локдаун. Сейчас все говорят только о нем. Опять во многих странах мира вводят карантин и садят людей по домам. И люди задают вопросы, на которые не получают ответов. Для власти локдаун — это, наверное, единственный способ, как то контролировать население своих стран. Просто потому, что другие не работают. Люди во всех странах мира перестали верить властям и религии и больше не боятся их. Людям надоело, что правду все и всюду скрывают, а ложь всегда на первых рядах. Организация, которая управляет миром, властями стран и религий, понимает сложившуюся ситуацию как опасную для себя и своих семей. И они готовы на все, чтобы держать людей под контролем. Если посмотреть ситуацию с этим вирусом, то они обманывали людей сначала и по сей день. Вместо того, чтобы объединить людей, сделали сами того, возможно, не понимая, разъединили их. Сколько было обмана с происхождением вируса, потом с вакциной делили на демократические и недемократические. Религии с целью заработка на страхе призывали на сборы людей для проведения религиозных обрядов, когда собираться вместе было запрещено, и тем самым увеличивали количество больных. Потом люди из корпораций и властных структур пустили слухи о чипах, содержащихся в вакцинах, и множество другой информации. Чтобы заработать на продаже фармацевтических препаратов, психологических и медицинских услугах, а также ритуальных услугах. После такого объема подчас лживой информации люди перестали верить и доверять всем, в том числе и друг другу. Теперь мы живем в мире, в котором люди во всех странах разобщены. Даже ситуация в Афганистане с приходом ТС. Люди даже перестали бояться терроризма. Не дай бог, если произойдет какой-либо теракт в любой стране мира, люди не будут сидеть дома и бояться, не побегут к религиям и власти за помощью, а будут задавать множество вопросов этим властям и религии, для чего им были нужны эти жертвы, если из-за вируса ежедневно и так погибает много людей. Люди, которые управляют миром, странами и религиями, это понимают. Также до них начинает доходить, что разрушать страны, убивать и грабить людей без обратных последствий для себя, своих семей и близких они больше не могут. Последние события в мире говорят, что за свои действия они и их семьи начали получать наказание. Вот и делают все для оказания так называемой помощи людям. Но люди им не верят. Спасибо за просмотр, подпишитесь на канал. Пусть у вас всегда будет радость, здоровье, деньги, белая ровная судьба, социальный рост, талант, творчество, позитивный взгляд на все вокруг.